Так, о, Люцила. Прям сразу сходу. Опа, что такое? И что там? Фильмы смотрит. Хотя у него походу форте будет с фильмами связано как-то, мне кажется. Потому что у него сильно намек везде на всем, связанный с этими, с фильмами. Так. В смысле, она что, на авто этому что ли работает сейчас? Само тексты читает? Так. Так, значит, начинаем. Так, итак, похоже, мой гость прибыл. Остальное обсудим позже. Что? Я что, похоже на какого-то бормочущего андроида? Простите, президент, вы были... Воспоминания о настройке. Интересуешься моей форты? Насчет твоей форты. Каждый человек оставляет на предметах, которые носит с собой, какие-то либо частоты. Моя форта позволяет мне считывать и анализировать эту информацию. В некотором смысле эти частоты — это их воспоминания. Я могу читать, анализировать и сохранять их в своей памяти, стирая или добавляя воспоминания по своему желанию. Это я называю настройкой памяти. Но у мозга есть пределы, поэтому мне приходится решать, какие воспоминания сохранить, а какие отбросить. Как ты уже видел ранее. Это как Разве это не влияет на твою повседневную жизнь? Не волнуйся, я установила четкие правила относительно того, что я удаляю. Это стало частью моей повседневной жизни. Короче, она как Фухуа из Honkai Impact, получается. Итак, вернемся к сути. Я рассказала тебе все это, потому что это связано с тем, о чем я говорила в предыдущем сообщении. Ты имеешь в виду темную сторону? Верно, мне нужна твоя помощь, чтобы кое-что уточнить. Могу я одолжить у тебя одну вещь, которую ты всегда носишь с собой? Дать карту студента. Карточку студента. Идентификационную карточку студента. Оно у тебя еще есть. Отлично. Предметы, имеющие для тебя личное значение, обладают более высокими частотами. Ровер, мне нужно задать тебе несколько вопросов. Давай начнем. Теперь у меня есть общее представление. В конце празднования ты с Игрекой перешел на темную сторону, чтобы разгадать последнюю загадку. И встретил еще одну с Игреку.
А ты понял, а вы поняли, что она притворяется, когда она сказала, неужели так важно найти ответ? 正解だ。小さなもの一つでここまで正確に Ты все правильно поняла. Удивительно, как многому ты научилась, просто посмотрев на эту единственную карточку. Для меня твои воспоминания разворачиваются как фильм. Я могу поставить его на паузу и изучить покадрово. Итак, что произошло после того, как фальшивая Сигрика раскрыла себя? 次はウサギを追っていた。俺が初めて裏学園に入った。 Потом появился кролик. Помню, как гнался за ним, за тем самым, которого увидел сразу после перехода на темную сторону. Понятно. Спасибо, Ровер. Думаю, я нашла то, что мне было нужно. Помнишь, я говорила, что Мортни сравнила частоты и обнаружила, что кролик, вероятно, был первопричиной аномалии темной стороны. Кролик помогает тем, кто выступает на темную сторону, столкнуться лицом к лицу со своими страхами и попытаться избежать их. Как, например, встреча Сигрики со своим альтер-эго. С тех пор эта аномалия сохраняется. Некоторые студенты и преподаватели столкнулись с той же ситуацией. Судя по намекам великого архитектора, адресованный тебе и доктору Люку, этот кролик должен быть одной из маленьких уловок Фрактидусов в игре. Ну, а если это, скорее всего, и есть Дэнни, этот кролик. Они причинили вред моим студентам и коллегам такими гнусными способами. Как президент, я позабочусь о том, чтобы они получили по заслугам. Что ты планируешь делать? Этот кролик — их пешка, а это значит, что я могу использовать его против них. Мы его выведем, захватим и устраним аномалию. Затем источник. Используя свою форту, я смогу извлечь из него информацию о Фрактидусе. Но мобилизация ресурсов Академии может насторожить наших врагов. Мне нужна личная помощь. Кто-то, кому я доверяю, кто хорошо знает темную сторону. И это ты. Так что, это считается моим заданием на время каникул? Назовем это полевым проектом. Совместное исследование профессора и ее любимого студента. Стоит отметить, что хотя многие и перешли на темную сторону, кролик выбрал лишь немногих. В то время как инцидент на празднике был частью плана Фрактидуса, направленного против вас и Сигрики, другие жертвы, возможно, следовали определенной схеме, которая и привела к появлению кролика. И эта закономерность скрыта среди самих жертв. Именно так. Нам нужно выяснить, что каждый из них делал на темной стороне, и провести сравнение. Возможно, именно общие черты и привлекли кролика. Академия уже провела расследование в отношении жертв. Исходя из того, что мы обнаружили, можно выделить несколько возможных факторов.
Например, как долго они оставались на темной стороне, с какой целью или желанием они туда попали, и принесли ли с собой что-нибудь обратно. Следующая наша зацепка – профессор, имеющий довольно резкое недовольство руководством Академии. Вот почему тебе, как студенту, лучше обратиться к нему. Вы что, не ладите друг с другом? Не совсем. Некоторые из его убеждений просто не совпадают со взглядом руководства. Отбросив это в сторону, я поддержу твое расследование со стороны темной. Моя сильная сторона, моя форта будет необходима для того, чтобы выяснить, что они пережили. После разговора с ним постарайся заполучить одну из его личных вещей. Это позволит мне пережить его воспоминания на темной стороне. Так, я буду на светлой стороне, а ты на темной. Я отправила тебе основную информацию об этой жертве. И вот что. И возьми это. Зеркало для макияжа. Президент Люцила. Не стоит недооценивать это маленькое зеркальце. На самом деле это средство связи. Вполне естественно, что у партнеров есть отдельная линия, не так ли? Теперь Ровер агент 007, блин. Джеймс Бонд. А не, Джеймс Ровер. Агент 007, Джеймс Ровер. Уже поздно, я уже на пути к темной стороне. Расследование на территории кампуса теперь в твоих руках. Ой, и проверь свой телефон, я отправила тебе новое сообщение. Сегу. Так. У тебя есть новое сообщение. Уважаемый Ровер, студент колледжа Рабель Академии StarTorch, благодарим вас за доверие. Ожидается подтверждение передачи файла. Для принятия, пожалуйста, ответьте. Принять подписку. Знать, на что мы там подписались теперь только. Файл получен. В нем содержится основная информация о нашей цели профессоре Севи. Сегодня он отправляется в лагерь для проведения геологических исследований. Разговор с ним я оставлю на тебя. Ну, пошли искать этого доктора Севи. Ико! Тенчин Сырва. Полетели. Энергия Дзанио Тейка. Десенто Шикицу. Ладно, туда можно на мотоцикле поехать, если... Уже. Макасеру. Ничего себе, я завернул только что. Так. А там реально пудра. Это зеркало? И как мне им пользоваться?
Ты держишь его слишком близко. Использование подобного коммуникатора вызовет вызовет слишком много подозрения. Расслабься, я уже настроила параметры, прежде чем передать тебе это. Просто держи его в кармане. Главное сохранять спокойствие и выглядеть естественно. そういえば学園長の受信機はどんな形なんだ？当ててみなさい。正解よ。なかなかの連想力ね。よし。 Так, пошли. Где этот профессор? Как его там зовут? Закон сохранения. Тогда скажи, время между праздниками и буднями физически симметрично? Пятница сменяется выходными, но когда выходные проходят, то до следующей пятницы проходит целые 4 дня. Время явно разделено неравномерно, не так ли? Возможно, когда они придумали будни и выходные, они не задумывались об этом законе. Знаешь, наука редко принимается массами и с самого начала. В любом случае, нам, наверное, стоит сосредоточиться на экзамене перед началом учебного года. Я слышал, что вопросы к нему написаны президентом Люцилой. А теперь представь, какой у нас процент сдачи. Первокурсники, вам лучше быть готовыми. Есть ли у вас какое-нибудь пособие по подготовке к экзаменам в последний момент? Методическое пособие для подготовки к экзаменам? Ты имеешь в виду конспекты записи предыдущих тестов или обзоры лекций? Забудь об этом. Ничто из этого не пригодится на экзамене президента Люцилы. По ее словам, не воспринимайте это как проверку знания, а как оценку ваших жизненных навыков. В конце концов, здесь, в StarTorch, знания — это не просто показуха, это то, что позволяет вам дышать и двигаться вперед. Да, ей очень не нравятся эти старые ученые, которые целыми днями рассуждают о теориях. Раз уже зашла речь о наших профессорах, есть ли кто-нибудь, кто мог бы снисходить... Есть кто бы мог быть снисходителен к студентам? Может быть, профессор Севи? Профессор Севи, возможно. Говорят, он относится к студентам как к собственным детям. Мы только что его видели. Но разве он не один из 3 старых ученых, которые недолюбливают президента? Я слышал, что у них однажды был конфликт. Он отказался идти на компромисс в учебе, и все закончилось на неприятной ноте. Фу, взрослая драма. Давай не будем на этом зацикливаться. Ах, да. И почему ты спрашиваешь о профессоре Севи? Мне нужно кое о чем с ним поговорить. Больше ни слова. Он рядом. Ты найдешь его... он рядом. Он впереди.
Так. Профессор Карл. Я это прочитал. Если не считать название, все остальное было невероятно длинным и раздражающим, как проклятый пустотный червь. И даже не смей упоминать мое имя в разделе благодарности. Это будет чистой клеветой. Вот и все. Первокурсник, что это? Извините, профессор. Вы не видели профессора Севи? Отлично, этот голос. Это профессор Карл. Вам лучше ответить ему откровенно. Он один из крепких парней, прямо как профессор Севи. Севи. Наверное, он готовит инструменты. В последнее время этот человек, похоже, застрял в своих исследованиях. С тех пор, как он вернулся в темную сторону, он призывает к закрытию этого места, утверждая, что никто не должен туда заходить. Это вызвало очередной крупный конфликт с высшим руководством. Почему же это? Почему? Наверное, из-за Люцилы и ее веселой компании. Они, должно быть, что-то испортили, и Севи об этом узнал. Ты новенький, поэтому наверняка не знаешь. У нас с Севи не очень-то лад с Люцилой. Она прекрасный преподаватель, но как руководитель академии, вряд ли. Если речь идет о научных исследованиях, у нас есть такие гении, как профессор Морни. Если же речь идет о лидерстве, у нас есть инвесторы с гораздо большим опытом. И все же она обычный резонатор, без каких-либо особых навыков. Теперь несет на себе будущее академии. Неужели? Но... Фу, забудь об этом. Я даже не знаю, зачем я поднимаю этот вопрос со студентом. Наверное, я слишком долго держала это в себе. По поводу того, что только что сказал профессор Карл. Не волнуйся, со мной все в порядке. На моей должности выслушивание скептических голосов — часть работы. Но скажи мне, Ровер, каким, по-твоему, должен быть президент? И куда должна двигаться Академия Старторч? Не спеши, иди и посмотри сам. Давай двигаться дальше. Профессор Севи должен быть чуть впереди. И там профессор Севи. Вы опоздали. Вы принесли все материалы, которые я просил? Дайте мне калибратор. Что? А, моя ошибка. Я думал, вы мой ассистент. Мы раньше встречались? А, газета Академии. Должно быть, вы тот самый студент, который обеспечил успех церемонии Нового Солнца, верно? Рад с вами встретиться. Я Ровер. Итак, когда в программе запуска Гелиоса произошел сбой, как вам удалось перенастроить эти параметры? И что насчет данных о работе привода в реальном времени? Профессор, одно слово за раз, пожалуйста.
Один вопрос за раз, пожалуйста. Ага, наблюдать за тем, как проект воплощается в жизнь, всегда немного меня волнует. Я сам принимал участие в разработке части механизма запуска. О, я даже толком не представился. Меня зовут Сэви. Я профессор я профессор с инженерного факультета и бывший обладатель премии StarTorch от Space Trek. Эта премия не вручалась уже много лет из-за сложной ситуации. Не пойми меня неправильно, я не хвастаюсь. Я храню это, чтобы напомнить себе, что наша наука и раньше добивалась прогресса. Хотя сейчас... В общем, Ровер, что тебя сюда привело? Люцио упомянула, что у него плохие отношения с руководством. Я не могу дать ему понять, что меня сюда привела она. Тем не менее, мы оба жертвы темной стороны. Возможно, такой подход не вызовет подозрения. Я здесь, чтобы поговорить о темной стороне. У меня с Игрикой там произошел несчастный случай. И я слышал, что другие студенты и преподаватели сталкивались с чем-то подобным. Существует множество противоречивых версий произошедшего. Как человек, который там побывал, я хочу знать, все ли видели одно и то же. Ты тоже там был, не так ли, профессор? Прежде скажи, что ты там увидел? Другие версии людей. К сожалению, хотя я однажды и перешел на темную сторону, ничего подобного я там не увидел. Тем не менее, учитывая все эти инциденты, это место следует полностью отцепить, особенно от студентов. Сате, соры, джиканты. Сейчас мне нужно подготовиться к эксперименту. Обсудим это подробнее в следующий раз. Ах да, и... Это... Теперь эта медаль твоя. Премия StarTorch, возможно, и упразднена, но твой вклад в новую солнечную церемонию заслуживает признания. Сейчас нам нужен еще один технологический прорыв, так что воспринимай это как мое личное признание. StarTorch Prize. Medal. Что-нибудь узнал? Похоже, профессор Сэви не хотел рассказывать о том, что он видел на темной стороне. Тем не менее, эта медаль — ценная зацепка. Она тесно связана с ним. Пожалуйста, положи медаль перед зеркалом для макияжа, и я сама до нее дотронуться не могу, поэтому считаю показания и настрою частоту дистанционно. Сказать, как сказала Люцио. Великолепно. Опа, это что такое? То есть теперь Люцио будет путешествовать по этим... ну да, она ж типа фильмы воспроизводит. Ага. Давай. Агент.
Президент, вы меня слышите? 通信は安定しているようね。それでは始めましょうか。 Играбельная Люцила. Ну, в смысле играбельная. Управлябельная. Прыгать нельзя, только можно вперед и назад ходить. Ну ладно. おかしいな。確かに学園の謎解き通りに部屋を飾り付けた。 Это странно. Я обустраивал комнату, следуя загадке, которую мне задала Академия. А теперь? 謎解きの問題を変えて。 Кто изменил загадку? Кто изменил обстановку? Может быть, это тот кролик, о котором постоянно упоминают студенты? В любом случае, мне следует сосредоточиться на воспоминании памяти в комнате с помощью проекции воспоминаний. Если ученик заблуждается и снова станет причиной несчастного случая, это доставит немало хлопот. なるほど。セビ教授が裏学園に入った。 Так вот, какие воспоминания у профессора Севи. Когда он впервые перешел на темную сторону, он оставался здесь довольно долго и использовал свою силу. Нет, играбельная, кажется, будет ну, после коллаба с этим, с Киберпанком. Евген. После, вроде как она будет играбельная после коллаба с этим, с Киберпанком. То ли, не знаю, когда там, в 3.7, в 3.6, когда она там будет играбельной. Судя по тому, что мы только что видели, он был одним из сотрудников, участвовавших в праздновании нового солнечного. Он приехал сюда, чтобы восстановить облик места, которое было разрушено, подвергся изменениям. Но что-то не так? Не совсем. Возможно, потому что я тоже отношусь к типу резонаторов с эффектом памяти. Что-то привлекло мое внимание. Люди считают, что люди с типом памяти, подобным нам, являются мастерами воспоминаний и эмоций, непоколебимыми перед лицом иллюзий или оскорблений. Но ни один форт не найден. Когда мы... Но ни одна форта не идеальна. Когда мы сосредотачиваемся исключительно на манипулировании воспоминаниями, информация переполняет разум. Именно тогда мы наиболее уязвимы. Аномалия темной стороны охотится на разум. Если бы я была членом Фрактидус, я бы нанесла удар именно тогда. Эта проекция недолговечна. Давай двигаться дальше. Так. О, заяц этот. Я даже не чувствую, как проходит время. Уже полчаса прошло? Это должно быть здесь. Подождите. Подожди, кролик? Опять ты? Это ты изменил загадку и исказил это место? Вернись сюда. Но вообще весь стиль красивый. Она прям напоминает взрослую женщину. Что мне нравится, потому что в отличие для разнообразия, она как раз самое то. Ну да, глаза красивые, согласен. Причем и вторые глаза тоже. Вторая пара глаз тоже у нее красивая.
То есть основные глаза красивые, и вторая пара тоже красивые. 今度はどこに行った Снова провал. Как бы хорошо ты не играла в прятки, твои следы останутся в моей памяти. もう一度能力を使えばわかるはず Мне просто нужно будет снова использовать свою форте. Скрываться бесполезно, я знаю, что ты там. Фига, зайчище. まさか自分が現れるとは思わなかっただろう Удивлен? Ты смотрела на себя в зеркало? お前は Ты... Нет, я знаю, что это. Темная сторона — это зеркало. Ты всего лишь моя тень. たとえ影だとしても Даже если я всего лишь тень, ну и что? Я все равно часть тебя. Боишься, что твоя тень может узнать некоторые твои секреты? 例えばずっと目を背けている Секреты, от которых ты убегал. かつて交流のとある研究員が陥ったように Ты оказался в ловушке, отчаянно стремясь к прогрессу, подобно тому исследованию из Хуанлуна, который в итоге пожертвовал... Подобно тому исследователю из Хуанлуна, который в итоге пожертвовал всем ради истины. パスカル・スペクトルどうだ Паскар 名前に気球が Спектрум. あるだろう Это название тебе о чем-то говорит? 私はパスカルとは違う Я не такой, как Паскар. その通りだお前には彼のような О, ты совершенно прав. У тебя даже нет смелости отказаться от всего этого. Вот почему ты застрял здесь. Как подопытная крыса, бегающая по кругу. Ну, скажем так, Киберпанк я играл и проходил, но аниме я не смотрел. А у них коллаб именно с аниме. Потому посмотрим, что там будет, как бы. В планах посмотрим. Может быть, но я не собираюсь всех, там сколько там будет, 2 персонажа коллабных, я не собираюсь обоих выкручивать. Если нам дадут одного персонажа халявно, мне будет достаточно. А что если я скажу тебе, ответ, который ты искал, находится прямо здесь? Что-то, касающееся твоего текущего проекта. Давай, посмотри. Модель данных была неправильна с самого начала? В этом и кроется ошибка? Если я ее исправлю, моя вторая гипотеза действительно может сработать? Затем, исходя из скорректированной модели, результат должен быть... Подождите, не хватает какой-то формулы. Первая половина идеально совпадает с моим выводом. Секрет заключается в формуле. А я думаю, наоборот, у нас будет халявный персонаж в коллабе. Я даже больше чем уверен. Да, Люсия будет, кажется, или как ее там зовут. А второго персонажа я не помню, но я аниме не смотрел. Потому мне как бы пока что мне до одного места коллаб этот. Условно скажем. Никогда не говорил, что ответ бесплатный. Давай заключим честный обмен. Предложи что-нибудь равноценное, и ответ будет за тобой. Смотри, я даже подготовил для тебя условия. Все основано на твоих исследованиях. А, да, Ребекка и Люси. Точно. Там вроде как одна будет Спектра персом, а другая вроде как тем.
Хавок, вроде бы. ずっと探し求めている答えと釣り合う価値を持つもの Тезисы, данные, все здесь. Так что же из этого заслуживает истины? Видишь, никакого веса. Твой отчет ничего не стоит. 別のもので試して Пробуй еще раз. どうだダメだ全然足りないな А, нет, этого явно недостаточно. Неужели на этом твоя гордость знания заканчивается? Почему бы не поставить все на кон? 全部かけてみたらどうだ Да, этого не может быть. これが事実だ私が Но это возможно. Ты потратил все свои фишки. Что еще у тебя осталось для обмена? Ну, Хиюки просто бомба. Прям мой любимый архетип персонажей. Вот как типа Чиса, Райден, вот Хиюки. それはお前 Кто еще? Ну, кто такого типа еще можно сказать, я не знаю. Но это прям мой любимый архетип. Я люблю таких персонажей. А еще она с катаной, так вообще жесть. Это просто круто. Ну, а Дэния мне нужна чисто ради для Эймис. Дэнию я буду забирать C0 ну, без сигны, с любым оружием, или со стандартного, или с батл пасса. А Хиюки я буду сигна и C3 забирать 100%. Посмотри, ты отдал все и все же не можешь найти ни одного ответа. А может быть, ответ кроется в масштабе? Так называемые научные исследования в Лахайрой никак не способствуют развитию человеческой цивилизации. И, конечно же, это не может иметь то, что не может изменить то, что спит под Лахайрой. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Чтоб и Дэнию, и Хиюки забрать, я же этот патч скипаю. И этого, ну... И Люка я тоже скипнул, потому что мне нужны запасы Астрита, естественно, как бы, логично. Довольно, ты ничего не понимаешь. О, разве нет? У тебя ничего не осталось. Ой, но есть еще одна вещь, которую ты можешь обменять. Твоя жизнь. Вперед. Это же та часть, которую ты, идеалисты, всегда любишь, не так ли? Я тебе уже говорил, ты не понимаешь, ты просто наживаешься на чаяниях, искажая истину. Я никого больше не упущу в эту комнату. Хиюки забирай 100%, Евген. Хиюки 100%, как говорится, не пощадись и забирай. Хотя бы C2, хотя бы. На C3 она, конечно, будет самостоятельная, но... Смотри, сделай так, возьми C0 и сигну. И за весь патч постарайся хотя бы ей C2 выкрутить. И у тебя будет хороший просто ДД. Дэния, она тебе как бы нужна. Но смотри, если у тебя нету Люка и нету Эймис, она тебе бесполезна. Но ты ее можешь забрать. И в будущем забрать Эймис, например. Но проблема реранов только заключается в том, что к тому времени, как персонажа ты на реране заберешь,
она уже будет одной ногой в могилу. То есть она уже будет почти бесполезная, скажем так. Ну, то есть ей еще можно будет пользоваться, но она будет почти бесполезная, скажем так. Вот почему профессор Сейви был так полон решимости не допустить никого на темную сторону. Он защищал их по-своему. Он боялся, что усердные ученики или преданные своему делу преподаватели могут пожертвовать своими жизнями ради иллюзии истины. Величие — это не только достижение, иногда это умение смотреть в правде в глаза и при этом жить с достоинством. Старторч Академия, в Старторч Академии мы стремимся к истине. Да, но ценим сам путь больше, чем конечный результат, взвешивая свою ценность на весах. Взвешивать свою ценность на весах — это истинное невежество. Итак, если мы сравним подсказки Сейви с более ранними выводами Академии, связь между кроликом и Форте. Ты отчасти прав. Ключ не в самом Форте, а в том, на что он воздействует. Помнишь, профессор Сейви использовал свою Форту, чтобы восстановить обстановку, а другие студенты жертвы использовали свою Форту, чтобы забрать что-то из темной стороны. В обоих случаях они повлияли на само пространство. В этом и заключается настоящая связь. Раз уж мы нашли ответ, я подожду тебя здесь. Эй, Люцио. Слушай, есть ли еще кое-что, о чем я не упомянула? После празднования у всех жертв темной стороны была одна и та же черта. Все они были резонаторами с эффектом памяти, а нас в Академии не так уж много. Остался только один. Теперь ты понимаешь, что это значит, не так ли? Сосредоточи свой разум, расслабь мысли, совсем немного. Дай угрозе возможность проявиться. Небольшая цена за затягивание процесса. По словам этого уже профессора, это справедливый обмен. Но, скорее всего, все предыдущие баннеры будут на реране, Евген. Я даже больше чем уверен. Но вряд ли будет Лине. То есть, я думаю, что на реране будут все персы из Риношиты. Но никого не будет из 1Х и из 3Х. Я думаю, будет Риношита на реране, мне кажется. Потому что в прошлом году у нас был реран всех персов, которые были от 1 до... Ну, то есть 1х до Риношиты. То есть теперь, скорее всего, будут все предыдущие. С версии 2, короче говоря, если так можно выразиться. Раз уж фракцидусы так постарались пригласить меня, как президента, как я могу отказаться от пира? Что он там говорит с кем-то или что? О! Этот студент, похоже, ты ему очень доверяешь. Хиюки! Ага. Поймешь, когда познакомишься с ним лично. В любом случае, как у тебя дела?
Все по плану. Больше никто не останется в темной стороне. Блин, какой же у него голос божественный. А кто ее Сэйю? Хиюки. Хиюки Вузринг. Хиюки Вузеринг. Waves Сэйю. Известно, интересно, кто ее озвучивает? Ну-ка. Харуко Тамацу. Это кто? Асуна! Зерату! 2-0. Кто еще тут? Сумирека из Орегай. Класс. Советская из Азурлейн. Ох, мощно, мощно. Теперь точно надо ее крутить. Асуна. Но кролик хитрый. В каждой комнате видны следы его частоты. Я не могу точно определить его источник. Офигеть. Если бы их было легко поймать, их маленькое пиршество было бы и наполовину не таким забавным, не так ли? И помни, если случится что-то неожиданное, ты знаешь, что делать. Получается, Люцила и Хиюки очень хорошо знакомы друг с другом. Прям я бы сказал, что очень даже хорошо. Раз уж Фракцидусы так постарались пригласить меня как президента, как я могу отказаться от пира? Значит, ты с самого начала знала, что это ловушка? Конечно. И я знал, что если бы я сказал тебе раньше, ты бы либо остановил меня, либо попытался бы проследить за мной. Есть кто-то, но есть кое-что, что можешь сделать только ты, находясь вне системы. Темная сторона по своей природе нестабильная. Помнишь, что я говорил? Говорила. Академия использовала загадки для регулирования своих порталов. Большинство из них были заменены загадками Фракцидуса, но несколько оригиналов до сих пор хранятся в архиве Академии. Архив всеобъемлющий. Будь осторожен с тем, во что ты вникаешь. Роверы, мне нужно, чтобы ты создал надежный выход на темную сторону, используя загадку, неизвестную Фракцидусу. Но я не могу тебя оставить одну. Помнишь, что ты сказала Сигрике на торжестве? Это значит, что, несмотря ни на что, мы будем держаться вместе. Ты меня сюда пригласила, и теперь ты не можешь просто так меня бросить. Даже если я скажу нет, ты все равно придешь, правда? Хорошо. Темная сторона — это лабиринт. Я оставлю несколько подсказок, чтобы ты мог сориентироваться. Но если что-то пойдет не так, пообещай мне, что немедленно уйдешь. Так, а куда нам надо идти? Нам сюда. Рабель колледж. Так, а теперь куда?
Какие тут студенты классные. Я бы тоже тут не против учиться, точнее. В таком колледже. Ля, какие тут. Так. Ой, здесь это андроид этот. Teacher column issue. Тут что-то про искусство. Ой, точнее, про красоту. О. 控えの宿典用謎解き問題集 Ну, вполне у меня 50к астеритов. Причем еще есть эти желтые шарики эти халявные. Там еще, а там тем более надо учитывать, что еще у нас будет этот праздник этого годовщина. Альтернативные загадки для нового солнечного праздника. Похоже, именно это и хотела президент Люцила. だがなぜ謎解き問題集を Почему это вплетено в раскадровку ее хобби? 彼女の趣味かこれが役に立つといいんだが Надеюсь, что это ей поможет войти в темную сторону. Академия Дарксайд. Ты здесь? Сюда. この道を行けば У меня вот, считай, что 50к и 23 вот этих шарика. Ну там, тем более, когда патч начинается, еще будет 7. То есть у меня будет 30 вот этих вот шариков халявных. Плюс там же еще годовщина, так что должно хватить. おかしいなぜここに残像があの方向 Как странно, здесь есть эти кассеты раздора. 行こう Так. Кассеты раздора собираются вокруг. Хориде, Уарида. Так. Это конец. О, Хиюки. Это... Вот именно это. Это кто? Некоторое время раньше. Раннее. О, сейчас будет эта заставка со стрима, которая на стриме была. Кажется. А, даже мой вкус оказался правильным, да? Всегда так легко читать мысли других. О, заяц. Или кролик, кто он там. Типа как Алиса в стране чудес. А где Алиса? Только кто этот кролик? Потому что мне кажется, что этот кролик это Дэния. Трагическая жизнь Люцила, режиссер Люцила, и в главных ролях Люцила. Добро пожаловать, наслаждайся своим собственным фильмом. Использовать мое имя и присвоить такой дурацкий титул. Опа, у нее форты на лодыжке. Я слышал, что у Фрактидусов был драматург. И вот что такое ваше искусство. И вот как ваше искусство выглядит.
ある若い女性の人生を描いた物語。彼女は Это история девочки, которая, повзрослев, обнаружила, что умеет читать воспоминания. 読み取る能力があることに気づいた。まだ物事の区別もつかない少女は Прежде чем она смогла полностью обрести самоопознание, она впитала в себя слишком много чужих воспоминаний, пока не потеряла саму себя. その結果 セビー教授の声を勝手に使い他人の人生を都合よく切り Кража голоса Сэви, искажение жизни людей ради дешевой драмы? いつからこんなものを映画と呼ぶようになったのかしら。 С каких это пор это считается кино? Что дальше? Мой грандиозный приезд в Лахайрой? Какая ирония. Девушка, построившая свою жизнь на даре памяти, входит в институт, погребенный под землей. Морозной земли и становится их лидером. Стадо ягнят, стремящихся в будущее, венчает пастуха, который может лишь запечатать ее прошлое. Что она может им предложить? Погрузнуть в пережитках золотого века человечества. Или вести невинных прямо в бездну. Стадо пересекает замерзшие земли, пытаясь разжечь костры, чтобы спастись от холода и темноты. Некоторые сжигают одежду, некоторые сжигают книги, некоторые даже сжигают себя. Но холод и тьма не знают конца и пожирают все. В конце концов, ничего не остается, только тишина. Чего он там постоянно этой губной помадой мажется? 学園の結末までご丁寧に考えてくれたのね。 Как же это мило с их стороны. Они даже придумали концовку для Академии и для нас. 本当に上映されるなら、おそらく10倍 Если бы этот фильм когда-нибудь вышел в кинотеатрах, я бы перемотала его в 10 раз, лишь бы положить конец этим мучениям. Название говорит само за себя. Совершенно безвкусно. これにて上映を終了します。ですが、内部 На этом фильм заканчивается, однако при более внимательном рассмотрении он оказывается полон бессмысленных действий, а его главная героиня до смешного наивна. 脚本は書き直されることになりました。 Сценарий будет переписан и показан повторно. Актриса, пожалуйста, подожди до начала спектакля. あら、イースターエッグまで用意してくれたのかしら。 Сцена после титров. Планируете теперь перестроить свою жизнь? わかったわ。せっかくチケットをもらった。 Хорошо, раз уже вы дали мне бесплатный билет, я доведу дело до конца. ルシラーの悲しき運命リメイク版。Трагическая жизнь Люцилы. Ремейк. Сцена первая. Мотор. 哀れな少女は過去を繰り返し体験し、大人になると Жалкая девочка повторяет свои прошлые ошибки, снова взрослеет и снова прибывает в Академию Старточи, вновь оказывается на распутье. Вот, по-моему, Люцила без шапки намного красивее выглядит, как на мой взгляд. Ля, какая красота. Мне, по-моему, без шляпы ей намного лучше. 学園長選挙の結果を発表します。 Теперь я объявляю результаты президентской кампании Старточ Академии. この結果は
学園の各学部委員会及び Голосование проводилось совместно комитетами каждого департамента и специальной исследовательской комиссии новой федерации. ルシラー教授、あなたの学園長就任を Профессор Люцио, поздравляю, вы избраны новым президентом Академии Старторч. それではルシラー学園長、一言 Итак, президент Люцио, не хотели бы вы сказать несколько слов? よかったですルシラ先輩じゃなくて皆様 Я вот чувствую, что тот факт, что у нее шляпа исчезает, точнее, тот факт, что она шляпу узнала, мне кажется, то, что она шляпу сняла, мне кажется, это часть ее скиллов. У нее в каком-то из скиллов, скорее всего, шляпа будет исчезать, мне кажется. Спасибо за ваше доверие, но я не собираюсь его принимать. 他の方々と比べて私は По сравнению с другими учениками Академии, вам не кажется, что я немного слишком обычная? 学問で何かを成し遂げたわけでもなく У меня нет незначительных академических достижений, ни административного опыта. Честно говоря, порой я даже чувствую себя ничтожной среди всех вас. 未熟な者が先頭に立っては Превратить никому неизвестного человека в пастуха опасно для всех, не так ли? そうですから私の決断をご理解ください Итак, пожалуйста, поймите мой выбор. Меня устраивает оставаться в хвосте стада. Я требую новых выборов. 皆さん着席してください。先輩 Гля, как она классно выглядит без этого, без шляпы. 考え直した方がいいんじゃないですか Еще вот это у нее украшение на волосах, вообще класс. 身の程を理解してる。 Ну, кстати, вот этот вот синий цвет волос, который у нее, мне он очень нравится. Как раз у Юна тоже такой похожий цвет. Ну, там у него посветлее, конечно, но плюс-минус оттенок похожий. Мне вот этот цвет волос нравится, красиво выглядит. さっきの教授まるで別人のように頭を抱えて部屋に駆け込んでいったな。彼女が中に閉じこもってどれくらい経った？ Как долго она там заперта? わかりません。ただ部屋の中から Понятия не имею. Мы просто слышали, как кто-то ломится и кто-то плачет. ルシラ教授まさかあの症状がまた出たんじゃ Может быть, у нее очередной приступ? 記憶の混乱が原因のあれが Безумие, вызванное путаницей в памяти. やはり研究グループを抜けるつもりか。本当にいいんだな。これが最後の授業です今学期でこの授業は並行になる彼女は黙り込んでいる。なぜなら心の中で Она ничего не сказала. В глубине души она уже смирилась со своей посредственностью и перестала двигаться вперед. 前にずっと強がってきた若い女性の心は Девушка, которая когда-то заставляла себя держаться прямо, теперь балансирует на краю пропасти. Занавес вот-вот опустится. Ха, неужели воспоминания других снова вторгаются в мои? Как долго я была без сознания? Встреча уже закончилась? Что со мной происходит? Я просто хочу забыть. Стереть из памяти эту проклятую форту. Стереть, да. Если я сотру память самой форты, может быть, тогда я вернусь в норму?
С меня хватит всего этого. 彼女は学園長の座を断り探求の道を諦め Она отказалась от своего титула, права на исследование и теперь даже от своей собственной 過去の форты. 自分を葬り去ることを選んだ Она решила убить ту, кем была раньше, словно утонув, потеряв и воздух, и тень. 違う選択をすれば新しい人生を手にすることが Другой выбор, совершенно новая жизнь. Скажи, дорогой зритель, разве это не захватывающе? そう思いません どうせ最後には何もかも消える Если всему суждено исчезнуть, почему бы просто не подождать, насладиться последними радостями и прекрасным воспоминаниям и предаться прекрасным воспоминаниям перед концом. 少なくとも一瞬の喜びは В конце концов, мимолетная радость кажется гораздо более реальной, чем какая-то недостижимая истина. ものだろう もう少し近づいて私の手を握ってください。 Тебе нужно лишь подойти чуть ближе и взять меня за руку. お互いの人生を交換しましょう。 Наши жизни могут поменяться вместе. Больше никакой боли, только тепло и блаженство. Занавес вот-вот опустится, и выбор за тобой. 物語もラストし。これが最後の演技かしら。よくしゃべる。 Закончил выступление. 狙いがあからさまよ。 Весь этот шум ради одной цели, того же трюка, который ты использовал против Сэви, внушая страх, напрягая старые раны. 当ててあげるわ。裏学園を使って何を企んでいるのか。 Позволь мне угадать, чего ты хочешь. Нападение на Сигрику было всего лишь отвлекающим маневром. Ты хочешь, чтобы Академия вмешалась. 入った記憶に関する共鳴者たちを狙い。事件 Затем の容疑者 на помощь пришли резонаторы памяти, задействовавшие темную сторону. И ты знал, что я это увижу. Это было твое приглашение. 記憶に関する共鳴者ばかりを狙うだなんて。 Так что эта небольшая пьеса, она предназначена для меня и всех резонаторов, связанных с памятью. Ты ж чего-то боишься в нас, не так ли? Чего-то, что угрожает твоему грандиозному плану. いずれにせよ、手の込んだ滑稽な芝居だったわ。ただ、残念 Ты устроил довольно забавное шоу, это я признаю. Но ты пришел не к той аудитории. Можешь сколько угодно рассуждать о прошлом и будущем, а я сосредоточена только на настоящем. だからこそ、映画を通した遠回しな伝え方が卑怯に思えるわ。 Именно поэтому твое послание в этом фильме вызывает у меня отвращение. スタート地学園の人は皆、探求の Я не отрицаю сомнения, борьбы и боли, с которыми мы сталкиваемся в наших поисках. Каждый ученик Академии Старторч пережил все это. けれど文明の重みは常に誰かが支えなければ Но бремя цивилизации требует, чтобы его несли. И мы с самого начала стадо, добровольно идущее навстречу собственному концу. たとえ焚き火が消えようとも、私たち羊の群れは大地を蹴って命が尽きる時まで進む道を選ぶ。 Если костер гаснет, то эти ягнята, над которыми ты насмехаешься, сожгут себя, лишь бы пройти через еще одну милю перед последним вздохом. 記憶に残ることも褒めたたえられることもいらない。我々は Слава не нужна, память не требуется. Мы ляжем здесь, не оставив и следа. Согласен, Евген. Красивая. Но в чем же смысл всего этого? 私たち自身が薪になる様子を認め В чем смысл? Те, кто наблюдает за нашим огнем, ты доказательство. Ты и все, кто стоит за тобой, вот что для нас важно. ついでに言っておきましょう。
И еще кое-что. Заслуживаю ли я быть президентом? Это не тебе решать своими дешевыми словами или отвратительными фильмами. Если ты так отчаянно хочешь меня порочить, это лишь доказывает, что я делаю что-то правильно. Скажи, кто здесь на самом деле в отчаянии? Ты не единственный, у кого есть подкрепление. Шах и мат. О, сейчас будет эпичная заставка. Смотрим. 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 А, ГГ. Я думал, сейчас Хиюки будет. А, вот, вот. О, Хиюки. Ты здесь? Иди за ним, я разберусь здесь совсем. Давай. У нас еще есть задание. Банкай. Бум. И исчезла. Фига, сколько тут зайцев. Чё за... この部屋には通路が一つしかない。きっとまだ隠れているはずよ。私についてきてちょうだい。Чё, все? Ладно, пошли. О, еще зайцы. Или кролики, кто они там такие. А Хиюки еще будет? То что-то как-то так нам ее мельком показали, блин. Здесь тоже ничего подобного нет. Ровер, давай разделимся. Я проверю эту комнату, а ты займи предыдущую. Ищем Крола, да. Какую предыдущую? А, предыдущую. Че, нашли или нет?
今度こそ逃がさないわ。 Я же говорила, на этот раз шах и мат. Согласно твоему плану. Должны ли мы? ええ。フラクトシですが裏学園に手を出した本当の Мы до сих пор не поняли, чего Фрактидусу, для чего Фрактидусу нужна темная сторона. 今はこの子が唯一の手がかりよ。 На данный момент этот малыш наша единственная зацепка. Позволь мне сначала попробовать прочитать его воспоминания. あら、どうやら能力を使う手間が省けた。 О, похоже, мне даже не понадобится использовать свою форты. これが初対面の挨拶になるな。ルシラー女子。 Полагаю, это можно считать нашей первой настоящей встречей, мадам Люцила. 初対面？ウサギの姿で顔を合わせて。 Настоящая встреча. Ты разговариваешь со мной через кролика из своего маленького убежища. Это ты называешь настоящее? と言っても、あの映画には感謝するわ。ダ作では。 Тем не менее, спасибо за фильм. Он был безвкусным и низкопробным, но, признаюсь, немного разнообразил мою работу. どうやら私がウサギを捕まえることさえお見通しだ。 Ты с самого начала знала, что я поймаю этого кролика? お前こそとっくに気づいていたんだろう。互いに А разве ты не знала, 手に入れたのだから。 что эта ловушка предназначена именно для тебя? У нас обоих есть то, чего хочет другой. ラハイロイで何を企んでいるの？ Что ты пытаешься сделать в Лахайрой? よーく知っているはずだ。安易に答えを教えては学生の Ага, 成長を使い как предлог. Ты, как и никто другой, должна это понимать. Найти ответ — это же работа того, кто задает вопросы, понимаешь? だがこれだけは言っておこう。 И все же, поздравляю, ты выиграл этот раунд. お前たちの勝ちだ。勝ち？あなたのゲームに乗ったつもりはないわ。 Выиграла. Я никогда не соглашусь играть в твою маленькую игру. И мои ученики тоже, правда, Ровер? Так точно. Ты просто льстишь себе. 独りよがりか。そう言われると Льщу себе, это больно. Я очень много работала, чтобы организовать для вас эти испытания. ステージをならばお詫びに別のゲームを用意 Если вам не понравилось, не волнуйтесь. Будет следующий раунд. И я обещаю, он будет гораздо интересней. する。なぜなら次のゲームではラハイロイの運命を Потому что в следующий раз мы будем делать ставки на саму судьбу Лахайрои. Взорвется ли он и исчезнет, или пламя Старторча продолжит гореть. スタート地の日。近いうちに会う日を楽しみにしている。 Я с нетерпением жду, честное слово, я с нетерпением жду нашей следующей встречи. Кролл исчез. 次の Следующая встреча. Мы почти ее словили. 大丈夫よ。少なくとも今回の異変の原因は解決した。 Все в порядке. По крайней мере, мы разобрались с источником аномалии темной стороны. Кто это Кто была эта Мика? 聞きたいことがたくさんあるでしょう。ここを出てから話す。 Я знаю, у тебя много вопросов, но давай сначала уйдем отсюда. В смысле? Давай рассказывай, кто эта Мика была. Говорит, давай сначала уйдем. Ты давай сначала рассказывай мне про Хиюки. А потом будем уходить.
О, я так и знал, что крольчиха это Адения. あなた言いましたよね。 Или нет? 裏側に А, あるものは это этот... Все, понял. Значит, кроль это не Дения. Это этот, как его зовут? Архитектор. Ты сказал, что вещи из темной стороны им не причиняют вреда. お前の望み通りにしただろう。 А, у него метка резонанса. 助けたいという願いを汲み取り、 Разве я не сделал то, о чем ты просила? 彼女 Ты хотела помочь Сигрике, поэтому я изменил темную сторону, чтобы помочь ей ясно увидеть себя. それに今回は誰も傷ついていない。 Кроме того, никто не пострадал, верно? Твой друг, твой учитель и Ровер. 先生も、そして漂白者も。まあいずれにせよ、実験を手伝ってくれたことには На самом деле, я должна тебя поблагодарить. Ты помогла мне завершить эксперимент. 実験。 Эксперимент. 虚無の反対側についての実験だ。記憶に関する Противоположность пустоты. Насколько далеко могут зайти резонаторы типа памяти, прежде чем их эго или их сущность типа памяти, прежде чем их его сила поглотит их. それにこの一見つまらない学園の Какие еще уловки скрывает эта мелочная академия? 刀を振る巫女か。 Жрица с мечом в руках. 行こう。かわいいフロイラインよ。 Пойдем, моя милая, нам еще много предстоит сделать. Получается, Дэнни это подчиненная архитектора. ノロ、ウサギさんはあれは А как же кролик? Разве он не ваш домашний питомец? 価値がなくなったあれのことか。当然すでに Мы не храним мусор, мы его выбрасываем. 私に捨てられないよ。 Итак, пожалуйста, старайся быть полезной, если не хочешь стать расходным материалом. 役立つ存在に。 悪かったわね。丸一日付き合わせてしまって。 Прости, Ровер, я весь день тебя заняла. Ты должна извиниться передо мной. Но не за это. 最初に話した時からあなたはフラクとして С того момента, как ты ко мне пришла, ты уже знал, что это ловушка, расставленная фракцидусами, и все же ты планировал попасть прямо в нее. これも学園長の仕事。 Для твоего президента это обычное дело, к тому же все сложилось довольно неплохо, не правда ли? Но что если бы что-то пошло не так? 安心して。裏学園は入ってきたものに。 Не волнуйся, я знаю, что темная сторона тянет людей к тому, чего они боятся и от чего пытаются убежать. Но я давно научилась честно смотреть в лицо своему прошлому. Тогда что именно случилось с тобой тогда-то? 私の身に起きた話かしら。 Ты хочешь знать? 学園長はスタートウォッチガイド
Разве ты не говорил, что хочешь представить новые курсы руководства по StarTorch от незнакомцев к доверенным лицам? 最初の授業の内容にぴったりだと思うが Ученики и преподаватели должны познакомиться друг с другом, верно? Возможно, это можно считать нашим первым занятием. まさか自分で自分の首を絞める Я сама себя на это настроила. Ну что ж. 20歳を迎える前に私は能力 До того, как мне исполнилось 20 лет, я не могла отличить, какие воспоминания мои, а какие принадлежали тем, о которых я читала. 読み取る記憶が増えるにつれて多くの По мере того, как я все больше и больше впитывала их опыт, я видела слишком много рождений и смертей. Я начала осознавать, насколько я на самом деле мала и невежественна. 浦学園はその記憶を利用して私の過去の悩みを再現 Именно этим и воспользовалась темная сторона. Затем она воссоздала ту же самую ситуацию, в которой я когда-то оказалась. Фрактидус допрашивал меня, представителя Академии StarTorch. 答えのない未来を前にして何もかもが Когда будущее не дает ответов, а само существование обречено на исчезновение, может ли что-либо из этого, что мы делаем в своей короткой и невежественной жизни, действительно иметь значение? この学園の一員として漂白者君はどう思う Что ты думаешь, Ровер, как студент Академии StarTorch? Если нет ответов, мы их создадим сами. Вот такой ответ ты бы и дал. Тогда я присоединилась к Space Trek коллектив, без какой-либо конкретной цели. Но, к счастью, как и ты, я встретила хорошего учителя. Мой учитель был обычным человеком, Роя, ответственным и за наблюдение в морозных районах. Мы оба проводили дни, наблюдая и записывая каждый в своей области. Но он никогда не считал себя просто наблюдателем. Снова и снова он устанавливал связь между людьми и изучаемыми предметами, налаживая между ними мосты. Это похоже на то, как мы сейчас проводим линии между звездами. В этих опасных морозных краях каждый человек точка света для другого. Возможно, раньше я стояла слишком высоко и никогда не склоняясь, чтобы почувствовать эмоции, заложенные в этих воспоминаниях. Те, которым обычному человеку нужно время, чтобы утихнуть. Перечитывая когда-то прочитанные воспоминания, я поняла, что у них есть одна общая черта. Каждый человек всю жизнь ищет ответы. Именно эти ответы придают смысл нашему путешествию в будущее, даже если в итоге мы ничего не найдем. Тогда ты нашла ответы? Тогда ты нашла свой ответ? Нет, я все еще в поиске. В этом смысле я такая же, как и вы все. Просто еще один студент на этом пути. Так что не волнуйся, пока я его не найду, фрактидусы не смогут от меня избавиться. А еще насчет той жрицы Мика, которая тебя интересовала. Боюсь, я не буду об этом говорить. У президента есть свои причины, не говоря уже о протоколах безопасности Академии. Но однажды вы ее снова увидите. В любом случае, мне еще нужно написать полный доклад о темной стороне. Остальное оставь взрослым. Уже поздно, Ровер. Увидимся на уроках. Блин, про Хиюки нам так и не рассказали ничего, блин.
Могли бы хотя бы какой-то короткий намек сделать. このゲーム Хоть чуть-чуть. 本当に終わったのかしら。 Неужели эта игра действительно закончилась? Блин. Ну реально, могли бы хотя бы чуть-чуть сказать про Мику. О! Подождать до следующего дня. Ну давай так. Ну? Хиту за аудиториум. Сейчас окажется, что Хиюки в школе учительницей устроилась. Сейчас 100% так и будет. 風の導きのままに。 О, есть. А ну-ка. Ну да, фетиши нам уже сразу с фетиша начинают. もう誰もいないわ。私の前ではそう緊張しなくてもいいのよ。 Теперь нас только двое. Не нужно никаких формальностей, Хиюки. 先に言っておくけれど、刀の修理代は今月の給料から差し引いておくから。 О, и еще, чтобы ты знала, плата за обслуживание этого лезвия будет вычтена из твоей зарплаты в этом месяце. В смысле? Она что, на Люциу работает? どの刀を指しておる？ Какой клинок? あなたが裏学園で使っていたものよ。これで4本。 Тот, который ты использовала на темной стороне. Это уже 4-й сломанный тобой меч. Постарайся в следующий раз быть осторожнее, ладно? Она что, на Люциу работает? Она что, ее личная стража, что ли, блин? 心得た。して。わらわの Конечно. А как же мой собственный меч? そろそろ検査が終わるはず。安心しなさい。 Техническое обслуживание в основном завершено. Не волнуйся, скоро он снова будет работать. А, то есть она тех чудиков с помощью простого меча чпокнула. Интересно, что будет, когда она сигну свою будет использовать. 試してみる？こう見えても学生たちの間で流行ってる。 Хочешь попробовать? Это довольно популярно среди студентов. 遠慮しておこう。 Не, я не голодна. 腹などとうにすかぬ。 お腹が空いていない時こそキャンディーは美味しく感じるものよ。 Конфеты нужно есть, когда ты не голодна. Именно так они становятся вкуснее. Ну же, попробуй. Ща, блин. Сейчас нам еще один фан-сервис, наверное, будет сейчас. Обсасывание конфетки. Давай, давай. どうかしら。 А, проглотила?ふむ。この舌を刺す酸味は。 Немного кисловато, и язык покалывает. Не самое приятное. Не самое приятное. あら？何も反応しないなんて。 А, никакой реакции? Странно. Когда Сигрика и остальные съели свои порции, они... 何を言っておる？ Что? いいえ、つまらないと思っただけよ。 С тобой не весело. あやつに見られたようだ。そなたの三段。 Он меня видел. Повлияет ли это на твой план? ええ。フラクトシデスが仕掛けた罠は。 Все в порядке. Фрактидус расставил ловушку не только для меня. Он также хотел выманить тебя. 彼らはあなたの存在に気づいている。
Они заметили твое присутствие. 悪かったわ。ずっとあなたの行動を制限して Прости, что держала тебя в заперти, что пыталась скрыть твою силу. В конце концов, она все равно вскрылась. Фига! Вот это имба Люцила, где-то там держала запертой Хиюки все 3 патча. 3 же, да? Сколько у нас сейчас? 3-2, 3-3, да, вроде бы? Это 3-3 следующий, да? Целых 3 патча Хиюки где-то запертой держала. Нифига себе. 互いに分かっておったはず。いずれ Мы обе знали, что этот день рано или поздно настанет. 定めであること。ならしばらく学園で暮らしてもいいんじゃないでしょうか。 Итак, ты бы рассмотрел возможность временного возвращения в Академию. Если что-то случится, ты можешь ответить ей немедленно. わざわざ手間をかけてフラクトシデスは裏学園に Фрактидусы приложили огромные усилия, чтобы повлиять на темную сторону, но они представляют собой незначительную реальную угрозу для Академии. ただ名式の力が絡んでいた場合は最悪ね。 В худшем случае, эта аномалия может быть связана и с могуществом Тринодиана. Похоже, они уже готовятся к следующему этапу. わらわに命じておくことはあるか。 Что мне нужно сделать? 今はその時じゃない。 Сейчас не время. 知っての通り、下にいる名式に対してコレクト Тебе следует знать, что коллектив Space Track был создан на вершине горы Тринодиана. Именно поэтому мы подготовили бесчисленное множество планов на случай непредвиденных обстоятельств. 万が一それらが破られ名式に Даже если все попытки провалятся, даже если Тринодиан полностью поглотит коллектив, у нас все равно останется последний козырь. そうそれはどんな願いも叶えてくれる身 Ты жрица, исполняющая желание. つまり И все? А где еще заставка какая-нибудь? Жрица, исполняющая желание. Ну, прям вообще заинтересовали. А можно это заказать, конфетку лизнуть? У жрицы. Так, ладно. А тут что? Люцила. Что он там? Long story short, Амис frequency. А? Что там частота Амис? А. Короче, Хиюки служила как стражей, охранником для ученых, которые не могут сами защищаться. И вдобавок она по приказу Люцилы выслеживала сама остатки частоты Эймис в Void-зоне. И Хиюки нашла частоту Эймис, то есть это подтверждает, что Эймис жива. Ну тут как бы ничего удивительного, она и так понятно, что жива. То есть вряд ли они ее собирались убить, но теперь мы точно знаем, что она жива. Ладно, всем спокойной ночи, всем до завтра и спасибо, кто был на стриме.